Всем привет! Мы находимся на территории Стокгольмского университета, соответственно, в Стокгольме. Очень крупный университет с общежитиями, с кампусами, всем, все, что вы можете себе представить на территории университета. И в этом значимом месте связанном со знаниями, хочется поговорить на тему, кто на кого учился, и как мы в жизни вообще ставим себе цели, какие-то такие вещи. И я хотел бы рассказать немного про себя, про свой путь, как я работал однажды следователем в России, и сейчас я переехал в Швецию, я айтишник уже много лет. Хотел бы на эту тему сегодня поговорить, поэтому, если интересно, оставайтесь, пообщаемся и погуляем по университету. Итак, я, из Нижнего Новгорода. В 2012 году я закончил Нижегородскую академию МВД, учился я там на следователя, и вроде как даже по экономическим преступлениям. И потом я пошел работать, соответственно, в отдел, в районный, расследовать разного рода дела, как общеуголовные, кражи, грабежи, разбои, наркотики и все, что с этим связано. Потом перешел работать в линейное управление, расследовал дела, совершаемые там на транспорте, с транспортом и так далее. Работал и коммуницировал с РЖД и с ними. В общем, интересная была работа, но среда, в которой ты работал, она была такая очень тяжелая. Не сказал бы, что токсичная, потому что никто ее особо-то не токсичил. Проблема скорее с тем, что у нас просто в стране очень много есть проблем, которые не решены. И эти проблемы очень часто люди с ними сталкиваются в повседневной жизни, и приходится их решать через правоохранительные органы, плюс там всякие бизнес-разборки, понятия, все такое. В общем, тяжеловато иногда нашим людям через закон все это решать, поэтому они прибегают к каким-то своим способам. Поработав в системе МВД 4 года, в 2016 году я встречаюсь со своим одноклассником, с которым мы вместе учились в школе. И, в этой школе он учился на технаря, я учился на гуманитария. После 9 класса было там разделение ветвей. Я решил пойти на гуманитарий, он на технаря. И, соответственно, закончив свой путь, он пошел в технический вуз, успешно его закончил. Я пошел в академию МВД, успешно ее закончил. И он начал расти как специалист-технолог, можно так сказать, инженер. И состоялся в сфере IT на тот момент уже как тест-лид, то есть был руководителем группы тестирования. И мы встретились с ним совершенно случайно, просто как-то созвонились, решили встретиться, пообщаться, у кого как сложилась жизнь. Вот он мне рассказал свой путь, я ему рассказал, как непросто работать в системе органов и что чувствуешь себя не на своем месте, потому что еще до этой встречи я уже начал искать для себя какие-то пути, куда можно развиваться, куда пойти расти. Я даже сходил на несколько собеседований на юриста, но после системы МВД на юриста никто не берет. Все считают, что туда попадают только через кумовство, связи, бабки и прочие вещи. Лукавить нечего, я тоже, собственно, через знакомого получил возможность туда поступить, слава богу, без денег. Я знаю очень много людей, которые отдавали достаточно крупные суммы нужным людям для того, чтобы они за них замолвили словечко и могли иметь возможность учиться в академии. Но это дела прошлых лет, не знаю, как это делается сейчас. После того, как мы с ним обсудили, он мне рассказал, какая у него зарплата примерная, как он проводит свободное время, с какими людьми он общается, сколько раз в год он путешествует по заграницам и тому подобные вещи. Я решил, что надо в жизни что-то менять. Как сейчас помню, пришел домой, рассказал супруге, мы с ней легли, смотрим в потолок и, слушай, думаю, надо попробовать, от того, что я попробую, пройду там курс, который мне посоветовал мой товарищ, ничего не поменяется сильно, но зато я смогу понять, нравится мне это направление, могу ли я в нем развиваться или нет. И так как я, в принципе, с детства любил заниматься компьютерами, дитя из 90-х, это все, пересобрать системный блок, к материнской плате подсоединить что-нибудь, посмотреть, что будет, перебрать винчестер, переустановить винду, первые эти интернет-игры через браузер и такие штуки, они всегда меня интересовали, по большому счету.
но академия меня как-то все это отсоединила от меня, вот эту какую-то виртуальность, наоборот, кинула в жестокую реальность. Вот. Ну и я, в общем, принимаю решение в конце 15-го, начало 16-го года о том, что я ухожу из органов. Слава богу, мой контракт позволил мне уйти без отступных санкций, потому что я полностью 5 лет не отработал, получается, а по контракту вроде как должен был, но на этот вопрос мы решили, никаких отступных денег я не платил. Значит, ну, после этого я начал заниматься, зашел на курс «Школа успешных тестировщиков». Я скину ссылку на все курсы, которые буду упоминать, которые я заканчивал по своему пути, в описании. Можете посмотреть, может быть, кому-то что-то приглянется, кто-то захочет себя попробовать. Ну так вот, закончил этот тренинг буквально месяца за 3. Параллельно я работал, расследовал свои уголовные дела. То есть я сразу в никуда-то уходить, конечно, не хотел, потому что у меня уже был маленький малыш, ему уже было 2 года, Тимофею. Маша у меня работала, супруга моя, тоже следователем. То есть, сами понимаете, в семье 2 следователя, это так себе с личным временем, и нагрузки, в принципе, хватает. Вот. И, значит, параллельно с тренингом вот этим «Школа успешных тестировщиков» я учил Java, язык программирования. Мне посоветовали, потому что сказали, что Java — это основа основ. Кто знает Java, тот управляет миром, зарабатывает кучу денег. Давай, он сложный, но ты разберешься, ты же умный, давай. Все меня поддерживали, тоже друзья, знакомые. Плюс у нас появились знакомые в сфере IT, там знакомились в парке с кем-то, когда, ну, с детьми общаешься, все равно с родителями, кто кем работает, интересуешься, как у кого складывается жизнь. И, в общем, так получилось, что все вот начали поддерживать. Так вот, учил языки программирования, на работу ехать нужно было долго, в районе часа, 1,5 часов туда-обратно занимала дорога в день. Соответственно, использовал ее рационально. Слушал всякие подкасты про сети, про то, как работает интернет, чтобы это уже не было для тебя магией, и ты на собеседовании при первом же вопросе не посыпался на каких-то общих вещах, которые проходят выпускники технических университетов там на первом курсе, а то и в школе там в старших классах. Вот. Соответственно, мне пришлось нагонять, я очень сильно в это вкладывался, чем больше вкладывался, тем больше нравилось. Соответственно, я понял, что действительно это мое, возможно, и стоит зацепиться. Вот. Как результат, через несколько месяцев, там буквально 3 месяца шел тренинг, я его закончил. После этого учился, точнее начал ходить, после того, как закончил тренинг, начал ходить на собеседование. Никто меня никуда за ручку не отводил. Я рассылал резюме, которое мы вместе с моим товарищем приготовили. Мы убрали оттуда все лишнее, все, что не относится к будущей работе. Оставили только самый релевантный опыт. Там работа с операционными системами, какие-то... очень много взяли из тренинга, из базового, плюс там дополнительные курсы. Там проходил я Java Rush, читал книгу по Java, как я уже говорил. Ну и такого рода релевантные вещи указали. И начал откликаться на HeadHunter на какие-то вакансии, которые были более-менее релевантны для старта. Вот. И прошел несколько собеседований, наверное, штук 7 в общей сложности. И одно из них, к которому я так получилось, не особо готовился, меня в итоге туда и взяли. Причем мне сделали предложение на зарплату, которая была больше моей зарплаты следователя, что-то на 15 тысяч рублей примерно. Ну, то есть я мало того, что ушел в другую сферу, так я ушел еще и на большие деньги. И это только была обычная зарплата, учитывая, что в IT приняты там премии, квартальные, годовые, и плюс атмосфера совершенно другая, плюс с отпуском другая совершенно система, история. В общем, я был на 7-м небе от счастья и начал работать. Очень важно упомянуть, что у меня была очень хорошая база по английскому языку, хотя на первую работу меня взяли, и меня даже спрашивали: английский язык вам важен использовать в работе? Я так говорю: ну нет, мне главное как начать, и не важно, пока она будет с английским или нет. То есть некоторым IT-специалистам, даже начинающим, очень важно прокачивать свой английский. А английский у меня на тот момент был достаточно неплохой, потому что я учил его с 7 лет. Привет, мама, папа, спасибо за учительницу 7 класса.
Учился я английскому языку у репетитора, потом у меня была школа с усиленным изучением английского языка. Так что уровень языка был приличный. Я думаю, что если по международной системе сравнивать, в районе B1, наверное, он у меня точно был, может быть, даже B1+. Ну вот. Правда, потом на некоторое время с английским языком история прервалась, учитывая, что в Академии МВД, сами понимаете, английский язык нужен не особо. Там бы по-русски грамотно изъясняться, не то чтобы английский учить, не очень нужный навык. Разве что, когда была Олимпиада в Сочи, отбирали всех с английским языком, чтобы пустить в центр города, патрулировать, для того, чтобы общаться с иностранцами и подсказывать им, куда им идти, по какой дорожке, чтобы не ограбили, не убили и так далее. Шучу. Вот. Ну и как-то с детства была история в голове, что мир большой, что есть куда расти, есть куда двигаться. И профессия, в которую я входил, в сфере IT, она меня привлекала еще и тем, что она востребована, и ты сможешь, став хорошим специалистом, куда-то переехать. А если не переехать, то съездить в интересную командировку, посмотреть мир. Это очень привлекало, конечно. Ну и, в общем, все получилось. Вот я отработал, сменил несколько компаний, и сейчас я вот нахожусь в Швеции, чему очень рад. Посмотрите мой прошлый ролик, который рассказывает про ответы на самые популярные вопросы, которые мне задавали родственники и друзья. Там и про мое гражданство, и про то, как мы определялись со страной, и прочие вещи. Вот, поэтому безумно рад. Спасибо. Еще очень хотел важную ремарку оставить, что после того, как я сменил профессию, и моя супруга увидела, насколько я стал счастливым человеком, свободным, освободившийся от всяких предрассудков типа пенсии, недоступности отпусков в нужное время, путешествий и других каких-то вещей, она, продолжая работать следователем и чувствуя давление оттуда, уже просто не могла это выносить и тоже решила сменить профессию. В этом я ее, естественно, поддержал и даже, наоборот, подтрунивал ее: давай, у тебя получится. И она молодец, она это сделала. Она прошла тоже онлайн-курс по HR, по-моему. То есть она училась на рекрутера и на человека, который подбирает персонал, и потом в компании с ним беседует и работает. Отучилась, по-моему, в HR-академии. Тоже прикреплю ссылочку, если кому интересно. Но, естественно, это не IT, и найти работу после следователя в области рекрутмента было посложнее. И ее поиски работы продолжались достаточно долго. Я думаю, месяца 3-4 она искала работу. Но в итоге все сложилось удачно. Написав правильное сопроводительное письмо в одной из частных компаний, ее, собственно, туда взяли. И она проработала там больше 2 или даже 3 лет. И тоже вкусила все прелести обычной жизни без погон. Вот. Так что она молодец. Также хотелось бы отметить, что все, что я сегодня вам рассказал, надеюсь, это будет не только просто историей моей, но это будет для вас, может быть, для кого-то из вас какой-то мотивацией и показательной историей того, что не нужно отказываться от своих целей, от своих мечт. Даже если вы чувствуете, что у вас безвыходная ситуация, что у вас какие-то трудности, всегда можно найти в себе силы, изменить это, поработать над этим. Не сразу, по чуть-чуть, полегонечку. Но со временем это принесет плоды, и вы будете наслаждаться потом этими плодами всю свою жизнь. Поэтому желаю вам мотивации, желаю вам терпения, усердия. Не стройте себе никаких карт желаний, просто идите и делайте. Делайте, что хотите, и добивайтесь на этом поприще успехов. Все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Пишите, если кто-то думает пойти в IT и тому подобные вещи, какие вопросы, может быть, есть. Интересно послушать, что сейчас думают люди о сфере информационных технологий, может быть, про перспективы или еще какие-то вещи. Также, возможно, оставлю в прикрепленном комментарии от себя
весь список материалов, которые я могу рекомендовать для того, чтобы попробовать их пройти, эти тренинги, курсы и тому подобные вещи, для того, чтобы в себе разобраться и понять, IT это вообще для меня, не для меня, стоит мне туда соваться или нет. В общем, всех обнимаю, всем спасибо и до новых встреч!